Обратите внимание на последнюю часть, где говорится «Да благословит отроков сих». На иврите это слово стоит в единственном числе и буквально означает «пусть он благословит отроков». Таким образом, грамматически это означает, что когда Иаков говорит «Бог, пред которым ходили отцы мои Авраам и Исаак, Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую, до сего дня, ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отроков сих». Тем самым Иаков идентифицирует ангела как Бога, пред которым ходили его отцы, Авраам и Исаак. Бога, который был пастырем его всю жизнь до сего дня. С грамматической точки зрения все так и есть. Совершенно невозможно отрицать это на грамматических основаниях. Иногда грамматика исключает некоторые вещи, но оставляет открытыми некоторые специфические вопросы, которые затем должны быть решены контекстом. В данном случае грамматика абсолютно не позволяет отличить ангела от Бога его отцов Авраама и Исаака, того, кто был его пастырем. Бога, который был его пастырем всю его жизнь, до сегодняшнего дня. С грамматической точки зрения совершенно необходимо, чтобы ангел был Богом его отцов, Богом, который был его пастырем на протяжении всех его дней. Обратите внимание на этот интересный факт. Помимо того, что он идентифицирует ангела как Бога, он также идентифицирует эту фигуру как того, кто был Богом его праотцов. В первой части этого отрывка речь идет о ретроспективе. То есть он оглядывается назад. Он рассказывает нам кое-что об опыте патриархов. Патриархи воспринимали именно его как своего Бога. Того, кого Иаков называет своим пастырем. Того, кто искупил его. Он говорит: «Он был таковым для меня и для моих отцов до меня». Таким образом, он называет его Богом и Богом своих отцов. Это тот же самый Бог, которому поклонялся Авраам. Это тот же самый Бог, которому поклонялся Исаак. Это Бог Авраама, Исаака и Иакова. Заметьте, кстати, что Иаков, который назвал этого Бога Богом своих отцов, также умоляет его в молитве. Он умоляет его в молитве. Он умоляет и просит этого Бога даровать благословение его потомкам. Иаков не идолопоклонник. Он не похож на поздних римских католиков и восточных православных, которые считают, что молиться творением – это нормально, допустимо. Более того, даже обязательно, необходимо. Кстати, если вы посмотрите в некоторых католических источниках, когда они пытаются защитить молитву к ангелам, они обращаются именно к этому тексту, не понимая при этом, что речь в нем идет не о твари, а о божественной личности. Это теофания. Здесь говорится о Богу-человеке, божественной личности, а не о сотворенном ангеле. И вот Иаков молится этой фигуре и просит ее благословить его потомков. Это предполагает, что фигура, к которой он обращается, обладает такой способностью. У него есть прерогатива слышать и отвечать. Теперь обратите внимание на это. Обратите внимание, что он говорит. «Ангел, избавляющий меня от всякого зла». Слово, которое он здесь использует, «гоэль», здесь оно имеет определенный артикль и является причастием на иврите. Так что, если вы хотите перевести его буквально, то на самом деле это причастие «кал». То есть буквальный перевод будет таким: «Ангел, который искупил меня от всякого зла». Иаков идентифицирует эту фигуру как того, кто продолжает быть его искупителем. Дело не только в том, что он искупил его в прошлом, но и в том, что сейчас он является для него таковым и продолжает им быть. Вот кто он для Иакова. То есть ангел-искупитель, тот, кто искупит меня от всякого зла. Обратите внимание, Иаков называет ангела Господня своим Богом, своим пастырем, своим искупителем и всем тем, чем он был для своих предков, Авраама и Исаака.